Приветствую и доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами Гарги, и это вторая серия «Пираты Черной Лагуны». Прежде чем приступить к просмотру, будьте добры, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Погнали! Мангровый рай. Мангровый рай. Снова нам показывают город. Теперь такой просвет. Теперь он не полностью зеленый, цвет отчаяния, а такой рассвет. Скоро уже вечер. Море на закате. Им любуется какой-то бесполезный студент, а здесь отвратительное зимнее небо. Впрочем, сейчас Акадзима любуется им с небес. Ага, они его уже все в трупы записали. Приготовь 2 билета на самолет. Хорошо. Деловая поездка? Нам тоже стоит побывать на небесах. Ну и снова этот контраст. Такой город, и этот такой город, такой серый, нечистый. Сравнивается вот с таким прекрасным местом, с такой любовью. И при этом всех хотят грохнуть. Да. Такой война в раю. Черт! Почему я должен страдать? Мы как раз тут и остановились, когда наш Рок с ума сошел. А эта пушка дорого стоит? Которую он выкинул, к слову. Рок, мерзавец! Знаешь, сколько стоит автомат? Они хотят убить меня. Ну да, это логично. Почему шеф бросил меня здесь? Чувак, Но ты неудачно попал. Они же хотят уничтожить этот диск. А ты ты просто... в А придачу. я просто к нему прилагаюсь. Черт, 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 А черт! торпеды бить, а? Полегче, там торпеда. Замолчи, замолчи! Тебе это не кажется странным, Бенни? Кажется, Дач. Они не стреляют, хотя могли бы уже сделать из нас швейцарский след. Гнида, садист. Согласен. Что-то не так. Дач, что тут у вас? Бенни-бой, Они в 5 километрах позади нас и держат дистанцию. Странно, догнать могут сразу. Ну, садист, издевается он над ними. Что им нужно? Зачем? черт! Протока. Да, протока. Путь отсюда к Балавану усеян скалами и деревьями. И? Чем дальше, тем больше. В конце даже маневрировать будет негде. Ну что ж, будем прорываться. Ну да. Ну, короче, они через какие-то дебри должны пройти. Ну, понятно, они назад повернули, а этот гнида не дает им пройти. Но он чисто ведет их туда, куда ему надо. У него полное превосходство. Только не говори, что у меня это фигово получается. Очень. Сейчас это уже не важно. Не скажу. Будем уходить вправо, без Не до шуток. вариантов. Знаю. Мы заходим в реку? Это ведь река? Там разве будет место укрыться? Мы в курсе. Ну, можно пешком пойти. Попали в ловушку. Они опять у нас на хвосте. Наблюдает с 5000 метров. Смотрите, затонувший корабль. Это дурной знак. Морская примета. Надо запомнить. Может, когда-нибудь пригодится. Отлично. Подождем здесь. Валяйте, валяйте, бегите, пока можете. Все равно от меня не уйти. Так что мы встретимся. Возвращайтесь скорее и покончим с этим. Ну, сволочь. Дач,
Они остались у затонувшего корабля. Прекратили погоню. Значит, даже гнаться нет смысла. Вот что это значит. Ну, посмотрите на Рока. У него уже все. У него уже нету страха. Он уже как бы... Это уже ненависть. Страху некуда деваться, и это трансформировалось в ненависть. Они теперь все в одной лодке просто. Его похитители, которые за выкуп просили, теперь с ним в одной лодке. Буквально. Тупик. Ну да. Черт. Эй, мэр, Да. ты разве не предвкушаешь их панику, когда они поймут, что это О, сука. тупик? У них Какая нет это шансов. Против нашего оружия они не выстоят. Вот поэтому я и жду их реакции. Если же они ничего не придумают, просто замучаем их до смерти. Вот есть же криминальные элементы, а есть вот такие садисты. Нет пути. Нужно разворачиваться и идти назад. Но они ждут Напролом нас. идти не получается. Нутром чую, это будет дуэль. Они хотят прикончить нас лицом к лицу. Ну, по ком звонит колокол? Иногда встречаешь таких типов, считающих себя ковбоями. Вот которые хотят настоящего Погоди. боя. Нам что, осталось только умереть? Успокойся, успокойся, Роб. Давай вызовем полицию. Это лучше, чем... Самая тупая идея в данной ситуации. Ты безнадежен. Остынь. Паника делу не поможет. Если хочешь жить, думай головой. Дач, может дождаться, пока у них не кончится топливо? Они из ЭО, и потому придут за номерами. Садизм садизмом, но дело прежде Почему всего. это так? А этот на кой туда летит? Не это. Деловую газету, пожалуйста. Хочу проверить свои акции. Нифига себе, свои Хорошо, реакции. господин Кагаяма. Козел. Вообще не думает о парне, которого он туда кинул на произвол судьбы. Какие повреждения? Пока ничего особенного. Меня вот это больше волнует. Если хоть один снаряд попадет в торпеду, мы долетим до Луны. Сам виноват, что держишь их на корабле, болван. Я подумал, может, их удастся как-то использовать. Жалко, но лучше их выбросить за борт. Куда деваться? Жалко. Постой. Дач, послушай. Сиди, спи уж. Я тут кое-что придумал. Слушай. Если ты опять решил мешать моим размышлениям, я А вот это уже позволю интересно. опять тебя связать. Давайте устроим дуэль. Ты дурак? Ага, дуэль. У нас есть разве что противотанковое ружье, а у них ракеты. На вертушке явно есть ракеты с тепловым наведением. Блин, силы не равны. Разве? У нас есть кое-что. Рави, чем ты его поила? Может, Это не я. Пойдем в лобовую атаку. У этого катера есть скорость, оружие, а еще у нас есть... офисный грызун решил себя проявить. Ты Урок. так полагаешь? Вы об этом только что говорили. Отправим их на Луну. И как? Видимо, они там все поняли, я нифига не понял. Невозможно. Нет такого способа. В принципе, этот катер умеет ходить быстро. На полной скорости мы в воде вот настолько. Дач, вариантов все равно нет. Я играю. Но Ну, ты план не посмотри-ка, сработает, а. если их не будет прямо Даже перед нами. зауважали. У тебя есть какие-нибудь гарантии, Рок? Они стали играть с нами в прятки, хотя имеют огромное преимущество. Зачем им вообще Интересно. начинать все заново? Ты сам сказал, Дач. Они считают Роков себя проанализировал. ковбоями. Если мы пойдем в лобовую, они пойдут тоже. У меня нет гарантий. Дальше Не, я просто могу интересно, только что он положиться придумал на тебя. такого. Ясное дело, они сейчас идут ноздри... Однако психа мы подобрали. Ты с ума сошел?
А у вас есть варианты? Но это интересно. И это главное, Рок. Сделаем это. Капитан, радар. Интересно, что он задумал? Они реально, движутся. а? Не, ну, плана все равно нет, Окей, так что садимся. лучше идти в бой, чем ждать неминуемой кончины. Что ты делаешь? Если они выпустят ракету, сигнальная вспышка уведет ее в сторону. Вот что значит чувак с дипломом. Вижу наших вояк крови. Выманивай их на лобовую. Они стреляют. Конечно. Отлично. Мне это нравится. Рок, идут! Ну-ну-ну. Ракетницу! Так, мы поступим с тепловыми. С тепловыми порешали. Но у них еще есть. Есть. Идем к трамплину. Трамплин. Быстро в рубку. Ну ничего, прыгнуть решили? Они хотят укрыться за кораблем. Они что, их Бесполезно. пропороть решили сейчас? Да. Как выйдем напрямую, сделаем их одним залпом. Пора закончить эту дуэль. Fuck you, baby. Они натурально 300 футов. сейчас? 150. 100. Или они сейчас ракетами по ним запустят? Первая пошла, вторая пошла. Пираты Черной лагуны. Короче, очень интересная такая ситуация сложилась. Особенно мне очень понравилось, как Рок внезапно инициативой взял ситуацию в свои руки и предложил безумный план, который абсолютно практически невыполним. Я понял, что они задумали. Но Рок каким-то мистическим образом у него произошла внутренняя перетрансформация. Вот внутренняя перетрансформация. Полицию вызвать, и когда ему врезали, такое ощущение, что у него мозги правильно стали работать. Даже вот этот момент, когда он ему зажег когда он ему зажег сигарету, это была такая тема, типа, зауважали пацана. Ну, хоть кто-то что-то предложил. Очень красивая такая переход от ненависти к раздумью. Я в прошлой серии говорил, что вот теперь он будет относиться ко всем вот так. И он начал думать вот так. Как выжить? Он проанализировал противника, он понял, как они поступят. И из этого выстроил стратегию боя. Ну, они, короче, подобрали умника. У них есть технарь, у них есть командир, у них есть психованная балерина двурукая. А теперь у них появился просто чувак, который умеет анализировать противника и может красиво выстроить план боя. Ну, мне так показалось. Ну, плюс он классный бухгалтер будет. Очень интересно. Ну, то есть, вот бывает такое. Чувак, оказывается, пригоден к такой жизни. Но пришлось очень быстро пройти некие этапы психологического созревания, чтобы это понять. Смотрим дальше. О, ракета пошла, первая, вторая. Да, тот чувак 100% этого не ожидал. Fuck you. Да! Вот что значит перерождение. Ух, даже жарко стало. Я не понял, а что, она не взорвалась? Кажется, голова на месте. Все живы? Даже очки не Все живы? разбились. Аминь, аллилуйя, ореховое масло. Твою душу, вашу мать! Больше на такое не соглашусь. Бенни, ты Как я жив? говорил, она так прекрасна и Вроде бы так да. опасна. Но с приборами полный бардак. Все требует ремонта. Нам надо... Слушай, а где Рок? Он А вон вот я там даже- валяется. Прямо перед ударом он орал, как Уильям Холден в «Дикой банде». По-моему, он счастлив. Он Точно. спас жизнь. Посмотрите на него. Постепенно, спустя некоторое время, адреналиновый драйв улетучился.
Моя бурлящая кровь вернулась в норму. Но сам факт того, что он спас им жизнь. Где я? Что я здесь делаю? Поздравляю. Обожаю чистую Ну, как? работу дач. Балалайка. Но, по-моему, вы ужасно выглядите. Она что, в шрамах? Собираемся на вечеринку. Не будем об этом. Что ж, мистер Кагаяма, у нас отель Москва есть куда Отель съесть. Москва? Так, я полагал, вы торговая компания Бургенвилия? А это... У нас свои методы Ну что, работы. за этим диском приехал? И ты что, Так погон? что никаких Ты что? обид. ВДВ? В Ты знак мире ВДВ сейчас там был? полно несправедливостей. Она бывшая вояка. Дальше вам придется следовать своими путями. Подробности в отеле. Хорошо. Поздравляю, Акадзима. Он Кроку. Ну, поехали. Акадзима, что Да стоишь? пошли вы нахер! Шеф, вы забыли? Все. Довольно с него. Я уже умер. Вы сами сказали. Меня зовут... Рок. Меня зовут Рок. Ясно. Как пожелаешь. Удзивара, едем. А ты что думал, он с тобой поедет, да? Сел бы вон в одну машину с теми, кто его на смерть отправил. Рок, прости, что втравила тебя во все это. Но жалко было бы потерять такого Слушайте, кружка. видимо, она бывший советский военный офицер. Если понадобится помощь, Ну приходите. как? И, видимо, у нее люди все эти бывшие советские. Акадзима, Больше он у нас не работает. Да ладно. Так что теперь это не наша забота. Вот тварь. ну чего вдруг? Чего вдруг? Ну его, блядь, на смерть отправили. Неважно. Ну, Рок, что дальше? Ну, я больше не заложник. И И безработный. Я знаю, кому может понадобиться матрос. Хочешь знать? Матрос? Они доставляют грузы. И иногда нарушает закон. А ему это понравилось. Не, я понимаю, почему он с ними остался. Он с ними очень малое время, но они фактически друг другу спасли жизни. Несколько раз. За сутки. В чем дело? Прямо по курсу катер. Мы им сигналим, но они не уходят. Это тот катер, о котором я думал? Они что, сейчас будут брать на абордаж этот корабль? Что там Прикольно. такое? Слушайте, мне пофиг на вас. Идите на- Что ж, придется оставить эту небольшую утечку. К этому мы готовы. Поздравляю, Кагаяма. Благодарю. Проверка. Проверка. Сент-Джон. Доброе утро всем на Издеваешься? борту. Почему ты не надел гавайскую рубашку, что я тебе на рынке купила? Потому Наш что мы на лак. работе. На работе? Теперь это моя работа. Он что? Простите за беспокойство, Сан-Джон. Пожалуйста, Ну, да, чё? остановите ваше судно. Да, прямо сейчас остановим. Ну что, серьезно? Вот уроды! Лично я считаю, что лучшим вариантом для вас было бы исполнить просьбу. Как можно быстрее, а то базу каков полетит сейчас. Дач, Сент-Джон вышел на связь. Мы с ними поговорили. И что они? Если мы не уберемся с их пути, они пойдут на пролом. Жаль. Окей, Бенни. Рави, Короче, хватит джентльменствовать. согласна. Пожалуйста, укройтесь. Вообще хорошо. В такие моменты просыпаются мои древние А гены. вообще хорошо, что они такого парня взяли к себе.
Что это было? У них ракетная установка. Да сюда! Стой. Ее Эй, очередь. уроды, слушайте! Мои ракеты быстрее, чем сигнал СОС. Если не хотите стать кровавым кораблем-призраком, стойте, дебилы! Это типа хороший пират, плохой пират. Стратегия такая. Бенни-бой, передай Луны Пану, что мы взяли Сен-Джон. И что если они не хотят лишнего шума, пусть будут здесь как можно скорее. Слушаюсь. Я дома. О, Джон. Хороший мальчик. Таканори, как дела? Что Что за... с экзаменами? Не Нет, ну, очень. Что это за серая Ты анёба? сегодня дома? Да. Дочь стала поздно домой возвращаться. Ей только 18. Поговори с ней. Разве это не твоя работа? Че, идиот? Акции. Какие акции? Папа, ты же был в командировке в Южных морях. Какого там вода цвета? Цвет моря? Не знаю. Папа был занят работой. Никто мне не поверит. Но я стал пиратом Южных морей. Да, чувак? Этот огромный корабль — наш сегодняшний приз. Давай вернемся в порт до обеда. А то китайская лапша у Тао Хана скоро Он точно этого не закончится. ожидал неделю назад, когда одевался, шел на работу. Ну, знаете, был очень показательный момент вот прямо в конце. Его вот прямо сравнили с его нынешним боссом. Фактически это то, кем он стал бы лет через 10. Внезапно он из такого рабочего переродился в живого человека, который любит жизнь, любит жить и хочет жить. И хочет жить, между прочим, рядом с людьми, которые за него жизнь отдадут. Я, конечно, не говорю, что там все такие. Там мы в первой серии хорошо увидели, что там, конечно, сплошь гниды, подонки, негодяи, бандюганы, которые тебя разденут, продадут и выкинут. Но ему посчастливилось просто попасть на вот таких, на таких интересных персов, ради которых, ну, и по случайному стечению обстоятельств они оказались все вместе в очень плохой ситуации, и из нее надо было как-то выбираться. Он доказал свою полезность, потому что если бы он не доказал бы свою полезность, грош ему был бы, а не вход в команду. Но он доказал своими мозгами, что он способен это делать. Он немного... Вот и вот последним этим моментом, вот то, как он прямо вышел и говорит... Корабль Сент-Джонс, простите, пожалуйста, мы вас сейчас будем грабить. Извините за лишнее беспокойство. Такой вежливый пиратик. А когда его не слушают, потом его подружка. Эй, вы, сволочи! А ну-ка быстро тормознули корабль, иначе я вас там разбомблю всех к чертовой матери. Поэтому я и сказал такой, хороший пират, плохой пират. Такая стратегия переговоров. Знаете еще в чем смысл? Вот его начальник пришел домой, да? Сын, у него абсолютно серое вещество, которое ему ничего не интересно. Абсолютно ничего не интересно. Обычный человек из толпы. Я не говорю, что все люди из толпы вот такие, но такой показатель. Жена абсолютно... Ну, как бы мне сказать? Честь хвала, конечно, любой домохозяйке. Но, знаете, рисовка тут обычно... Вот мне очень нравится здесь рисовка, она очень хорошо дает понять, в чем смысл. Она вот такая. Вот такая. Мне очень нравится это аниме, потому что рисовка очень многое показывает. Ему сказали, что дочь его приходит, бог знает во сколько, а ей только 18. Я сразу понял, в чем смысл. Вот это мне тоже очень... Нам напрямую ничего не разжевывают, нам прекрасно дают вот такими моментами. Тут все рассказывают, что нам и так все ясно.
А ему пофиг. Он абсолютно мертв внутри. А его младшая дочь, вот это тоже очень грамотный показатель, его младшая дочь, которая еще внутри как-то жива, она интересуется, она хочет увидеть что-то красивое, хорошее, но и у нее уже скоро все умрет внутри, и она уже вот так: папа, море ты видел, какого оно цвета? Ну уже знаете, как она отвечает, даже ответа не ждет, а он такой говорит: я не знаю, я был на работе. А он в начале серии говорил же: увидим этот рай. И чем все это закончилось? Вот это каждый день. Идти, ходить на работу, приходить с работы, акции, я не говорю, что это плохо. Снова же, большое уважение людям, которые этим занимаются. Я знаю, о чем говорю, но просто так, здесь так это плохо показано, так слишком. Но когда приходишь домой, так нельзя убиваться работой полностью. Року просто из-за вот так этой ситуации посчастливилось не стать им. И он им не станет. Что он ощущает? Он ощущает гордость за себя. Да, конечно, не очень, скажем так, легально все это получается у него, скажем так, но молодой парень, который неделю назад стоял у метро, чтобы поехать на работу и сидеть целый день на работе. И кто бы этому парню сказал, вот кто бы ему предупредил, что через неделю он умудрится попасть в заложники к пиратам, что он умудрится попасть в перестрелку в баре, что он будет участвовать в катерно-вертолетной дуэли и что он сам выкрутится из этой ситуации. И в итоге он будет брать на абордаж гигантский корабль. Вот. Нет, просто великолепно. Просто супер. Обязательно продолжаем смотреть. Ну, всем большое спасибо, все, кто смотрел это вместе со мной. С вами был Гарги. И будьте добры. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. До следующего раза. Увидимся уже на 3-й серии «Пираты Черной Лагуны». До встречи!